Сегодня сделаем самые сочные, самые вкусные и самые нежирные, я бы сказал даже диетические котлеты, которые будут кушать даже дети, а самое главное, всегда будут просить добавку. Всем привет! Итак, для приготовления котлет нам понадобится 1 килограмм свинины и вот таких вот две большие луковицы. Свинину также можно будет заменить говядиной. Ну а дальше самый необычный и самый секретный ингредиент мы будем использовать черный или серый вот такой вот хлеб. Примерно 1/4 часть круглой булки хлеба. Хлеб мы нарезаем на небольшие ломтики. Полностью весь нарезанный хлеб отправляем в отдельную глубокую тарелку. Берем обыкновенную воду из-под крана, заливаем хлеб водой, пускай он немножко размякнет. Пока хлеб будет размякать, я нарезал куски мяса на небольшие куски, лук тоже нарезал на кусочки. И смотрите, к этому всему мясу нужно добавить 100 грамм сала. Затем это все нужно превратить в фарш. Итак, мясо, лук и сало, полностью все я перекрутил через мясорубку. Смотрите, хлеб уже хорошо размяк. Дальше мы сцеживаем воду и отжимаем хлеб так, чтобы в нему не осталось ни грамма воды. И тоже весь хлеб пропускаем через мясорубку. Ну и вот посмотрите, вот как-то так у меня получилось хлеб пропустить через мясорубку. Полностью весь хлеб отправляем в тарелку с фаршем. Дальше в эту тарелку нужно добавить черный молотый перец по своему вкусу. Я добавил примерно где-то половину чайной ложки. Дальше я сюда добавляю 1 чайную ложку соли. И все, больше никаких специй сюда я не добавляю. Но вы, если хотите по своему вкусу, можете добавить любые специи. Затем в эту же тарелку вбиваем 2 куриных яйца. А дальше, друзья, не стесняемся и вот так вот просто руками очень хорошо перемешиваем все, что есть в тарелке, почти до однородного состояния. Делаем очень хороший однородный фарш. Ну и вот, друзья, посмотрите, после того, как вы хорошо вымешаете фарш, его нужно будет вот так вот руками немного отбить, так сказать, хорошо уплотнить. Отбивать фарш вот так вот в тарелке обязательно, потому как чем лучше вы отобьете фарш, тем сочнее в итоге получатся ваши котлеты. Ну а затем приступаем к изготовлению самих котлет. Берем небольшое количество фарша. Руки в этом случае должны быть мокрыми, чтобы он не прилипал к рукам. Вот таким вот образом еще раз отбиваем сам фарш уже на саму котлету. Какое количество брать фарша, решать только вам. Я, например, люблю, чтобы котлеты были побольше. Затем обкатываем вот этот вот шарик хорошо в панировочных сухарях, выделываем форму котлетки и укладываем отдельно на поднос или же, как я, на досточку. И вот таким вот образом делаем полностью все котлеты из того фарша, который вы приготовили. Из того количества фарша, который у меня был, у меня получилось 24 вот таких вот котлеты. Как вы видите, у меня они получились средних размеров. Сковородку с подсолнечным маслом устанавливаем на огонь чуть ниже среднего, дадим маслу хорошо раскалиться и отправляем котлеты на обжарку с каждой стороны примерно минутку-полторы. Дольше не нужно. Нам не нужно их обжаривать до такой степени, чтобы они были готовы. Нам просто нужно сделать так, чтобы с каждой стороны образовалась небольшая корочка. Ну и вот посмотрите, через 1,5 минутки мы каждую котлетку переворачиваем и обжариваем еще 1,5 минуты. Ну и после вот такой вот короткой обжарки котлеты убираем в отдельную тарелку. Дальше берем любую форму для выпечки, застилаем ее пергаментной бумагой и полностью все обжаренные котлеты красиво раскладываем в форме для выпечки. Если вы будете готовить сразу же много котлет, их можно будет уложить 2 слоями. Ну а после того, как вы в форму уложили нужное количество вам котлет, берем фольгу и нашу форму закрываем полностью всю фольгой. Стараемся фольгой как можно плотнее запечатать форму для выпечки с котлетами и отправляем все в разогретую духовку до 190 градусов на 30-35 минут. Через 35 минут достаем форму из духовки и посмотрите, какая же красота у нас получилась. Необычные, сочные, очень-очень пышные, а самое главное, они не будут такими жирными, как вы их снимаете сразу же после сковородки. Дадим котлетам немного остыть, перекладываем их в отдельную тарелку и сразу же можно подавать к столу. Самый лучший вариант это когда вы их подадите теплыми сразу же после духовки. Тогда они более хорошо раскроют свой вкус. Если вы приготовите котлеты таким способом, именно с черным хлебом, а не с белым, я уверяю, что этот рецепт станет самым любимым рецептом в вашей семье. Ну что ж, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось, поставьте лайк, пишите комментарии, оставляйте свои отзывы по поводу такого рецепта. Ну а я со своей стороны с 1000% уверенностью рекомендую этот рецепт к приготовлению. Ну а на этом все, друзья. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.